Хорошо, расскажите, с чем вы пришли, что вы хотели, что вы получили, что вы понимаете? С чем я пришел? Получить новую информацию, которую я не знал, но я точно был уверен, что здесь я ее получу. Скажите. Мне было проще сюда прийти, чем не прийти. Если я должен был прикладывать усилия, чтобы сюда не прийти. Поэтому мне было легко и комфортно здесь все это время. Получил очень много знаний новых. У меня сейчас как бы есть карта неопределенная в сознании, как мне двигаться дальше. Это самое ценное приобретение, которое здесь. И есть определенные вехи, пути. Есть метод, по которому идти к этим вехам. Есть уверенность, что я достигну рано или поздно. Я научился дышать животом вчера в комнате. И понял, что значит фраза секунды вдох, секунда выдох. Я пришла сюда за знаниями, за пониманиями себя, своего внутреннего мира и действительно получила много ответов на свои вопросы. Было очень много хаотичного у меня знания, и благодаря Оле я смогла собрать, как Оля помогла собрать систему из этого знания, роста себя, внутреннего мира. И действительно это не так сложно, это, как Оля говорит, главное внимание. И я буду работать над своим вниманием и понимаю, что это реальность, что это возможно, и это факт, что у нас здесь есть прям маленькая планета, шарик, который живет и который нами управляет. И это огромная сила и мощь, и каждый человек должен, мне кажется, это познать и ощутить это. Я пришла рассказать за знаниями, я их получила, я научилась правильно, я поняла, как правильно дышать, поняла систему, эту технику, начала ее осваивать. И, в принципе, мне все нравится, ощущения очень приятные. Как сказать, это как правильно выстроить, что ли, внутри понимание, что тебе надо, из хаотичного всего, оно как-то так выстраивается, все достаточно просто, очень легко, понятно. И ты понимаешь, что в тебе запускается какой-то новый механизм, что-то новое, и что-то правильное, упорядоченное, и ты постепенно начинаешь с этим сливаться. Как понимание приходит, и тело начинает подстраиваться под это. Зачем я пришла, я все получила. И буду смотреть на дальнейшие результаты, конечно, и буду практиковать дома, что было важно. Я выработал линию направления, в котором нужно практиковать. Раньше я был как слепой кутенок или слепой котенок новорожденный. Я бы так сказал, нас мать рождает, как в физическом теле, а духовный наставник, вы, как духовная мать, направляете в правильном направлении духовного развития, скажем, энергетического развития. Я на вас смотрю, как на мать. Спасибо. С уважением. Я пришел за знаниями, за практикой, которая мне поможет очистить свое тело, сознание, то есть некий вектор получить, в котором необходимо двигаться. Практика, безусловно, очень эффективная, но в любом случае необходимо усердие, которое нужно прикладывать для дальнейшего продвижения по практике и получать ту цель, которую ты себе поставил. В принципе, я вообще-то занимался другими практиками и доходил до какой-то точки, и они не работали дальше. Причина, может быть, была и во мне, но не знаю, я интуитивно бросил все, в принципе, 3 года назад и нашел сначала книжечку, связанную с этой системой, Олю нашел в интернет.
И бросил, и интуитивно пришел к выводу, что надо заниматься этой системой. Сейчас полностью убедился, что на самом деле эта интуиция меня не подвела. И в конце, вот сейчас, прямо перед этим я пережил состояние, когда останавливается дыхание, то, что не получалось. Я видел коллеги здесь как-то, что может быть есть или нету того. А я знаю точно, что есть, это движение есть, это реально. И я благодарен этому, что-то случилось. И я знаю точно, что оно работает, и я только надеюсь, что оно у меня дома будет продолжать работать. И я очень благодарен всем. Хорошие ребята, в особенности Оле и организаторам тоже. И только большое спасибо вам. Я надеюсь, что получится у вас, у всех, и у меня тоже. Хочу желать всем счастья. Сачитананда. Я не первый раз прихожу на семинар Коли, 2-3 ступень по дыханию. Дело в том, что когда приходишь там первый раз, ты не охватываешь весь тот материал, который дает Оля. И, допустим, то есть первый раз ты приходишь, и требуется какое-то время на усвоение, ну, по крайней мере, мне, да, то есть есть люди, которые сразу там входят в практику. Вот, мне потребовалось больше время, но я этим довольна, потому что когда ты приходишь еще раз, ты как бы оттачиваешь практику еще больше, потому что всегда есть какие-то ошибки, которые ты делаешь в процессе. Вот, допустим, у меня как бы сознание, внимание не так концентрировалось, как хотелось бы, да. То есть больше концентрации мне требуется. Вот. Ну, сейчас я достигла того, что появилась уже такая задержка дыхания, где-то 3-5 минут вот так набивается. Более такие устойчивые результаты. Дома я буду это закреплять. Мне хочется сказать слова благодарности, да, который раз Оле и Егору, потому что с Егором тоже были практики. Вот. Так что спасибо большое. Спасибо ребятам, да, с которыми познакомилась. Очень приятно. Я приезжаю к Оле уже в 4-й раз. Мне сейчас тяжело говорить, потому что я 4 дня молчал. И с каждым днем, точнее с каждым приездом процессы идут все глубже и глубже. В этот раз у меня очень активно двигался паралунг, то есть то, чего не было в прошлые разы. Были очень активные процессы. В частности, образовалась воронка в груди и в голове. Были активные процессы, связанные с тем, что паралунг вышел из физического тела. То есть начались очень активные процессы, когда он поднялся над макушкой, то есть было очень отчетливое ощущение той самой серебряной нити, о которой говорила Оля. И он начал синхронизироваться с другими телами. То есть не знаю, сколько там было тел, но их было достаточно много. И вот когда он прошел и все, началась синхронизация после этого физического тела. То есть физическое тело стало расслабляться и подстраиваться под другие тела. Такое ощущение, что немножко засыпаешь, то есть сидишь, так сознание немножко уплывает. Ну и вот я понимаю, вот это и есть та самая синхронизация, после которой идут по-настоящему глубокие процессы. Вот у меня произошло вот это вот как раз сегодня, до конца я этот процесс еще не прошел. То, что я вынесла из ваших слов, я поняла, что у вас появилась четкая линия действий. Вот это вот я считаю основным, потому что когда вот я была с Камалом, да, вот Камал есть рядом, какой-то движняк происходит, какие-то процессы происходят, только Камал уехал. Все, ждем анабиоз. О, Камал приехал.
И вот эта зависимость от учителя, зависимость от знаний, процессов, всего. Для меня было очень важно, я тогда поняла, что надо стать мастером себя. И я хочу, чтобы вы стали мастерами себя. И на это направлена моя работа. Чтобы вы четко понимали, куда вам нужно, что вам нужно и как. И тогда вопросы отпадают. Я просто хотела уточнить. Я вот формулка, он там, да, шевелится, дышит. А я когда останавливаю дыхание, он дышит сам по себе. Так и должно быть, да? У меня такое чувство, что он как бы уже дышит, все правильно, а мое тело под него не может подстроиться, потому что оно такое негибкое. Вот если бы оно расслабилось, оно Да, подстроилось. абсолютно точно. А оно такое... Абсолютно точно. Но это он сам по себе и будет, даже если я вот задерживаю физическое дыхание, да, у него свой процесс, да? Да. Правильно? И потом эти процессы сольются, конечно. А еще вот так вот у меня вот здесь дышал, вот нельзя дышать. Ну, я просто визуал, я вижу, представляю, он у меня так раз стал сдвигаться здесь. Я увидела это как что-то такое. И у меня раз, и здесь так отобразилось. Да? Здесь тоже стало сдвигаться. Так, да. Ну, ребята, у вас еще должны кости черепа разойтись, у вас еще должны Начинает потихонечку происходить. расходятся голова. Вот здесь, да, вот. Я, конечно, не помню, какая она была до этого, но вот определенная дырочка такая, вмятинка тут образовалась. Угу. Да. А я почувствовал бульки, как будто бульки. Как будто бульки. Булькает, но булькает, я говорю, это блоки уходят. Я рассказывала про это булькание, это нормально. И еще хотел спросить, вот тут, допустим, остановилось дыхание. Я не могу понять, сколько это было. Просто я, когда замечаю, что я просто вижу, что я не дышал, а сколько не знаю. Ну, бог с ним. Как бы Нормально. даже не знаю. Ольга, можно было еще по поводу практики все-таки много, да? Все работают, да, все на работе, да? Я так понимаю, мы просто удерживаем это внимание. Естественно, как вспоминаем, сразу удерживаем, да, его здесь. Но а если отбросить работу, то просто как в свободное время, да? Или вот себе надо дать, график какой-то, утром час, вечером час, как минимум. Здесь нет, вот ты живешь сколько? Час вечером, час Я же вечером. сплю, могу позже, да? Наша задача в том, чтобы запустился процесс, независимо от ваших действий, чтобы он протекал 24 часа в сутки. То есть здесь нет разницы между практикой, работой и свободным временем. Просто в свободное время можно интенсивно заниматься, а на работе только так. Это новый образ жизни, это новый образ дыхания и новый образ восприятия. То есть когда мы, например, берем из пространства энергию, это просто привычка. Либо терять, либо брать энергию. Хорошо, а вот эта вот точка, да, когда мы фокусированы, да, и всю энергию отправляем внутрь, в принципе, это хорошее состояние? Мы так можем часто... Я же про это и говорю. Я же именно про это и говорю. То есть это просто привычка. Либо растрачивать, либо куда направлен акцент внимания в повседневной жизни. В идеале, если оно будет 100% туда направлено, это хорошо. В идеале мы направляем на определенные вибрации, то есть на физический план. Физический план тоже определенные вибрации. И мы все время выхватываем этот диапазон и сюда смотрим. Вот что у Сережи происходило? У него сместилось, расширился диапазон восприятия. И если вы будете ходить по улице и сведение органов чувств, да, или активация третьего глаза, в конечном итоге у вас выработается привычка более широкого восприятия. Поэтому ты сейчас спрашиваешь об этом как о практике. А я об этом говорю как о мировоззрении. Оль, а какие у меня будут происходить вот примерно дальше процессы? В любом случае все должно синхронизироваться. А в какой последовательности, вот там череп откроется, а потом эфир задышит, или эфир задышит, череп откроется, я сказать не могу, но в принципе это и не важно. Важно то, что процесс уже идет, и вот у тебя, насколько я понимаю, произошло запуск независимо от того, что спишь ты, не спишь, наблюдаешь, не наблюдаешь. То есть это уже перешло в автомат. Да.
Все. Почему я радуюсь и говорю, что это самый важный момент? Потому что дальше вы снимаете контроль, соответственно, вы не внесете своим пониманием какие-то ошибки. То есть вот вы порезались. Вы порезались. И представьте, что вы сейчас начнете пальцу рассказывать, как надо регенерировать. Много вы там нарегенерируете. Фактически, это процесс регенерации. Вот то, что сейчас с тобой происходит, и к чему вы идете. Это процесс регенерации. Только более высокого порядка. Главное, что есть ключевые такие триггерные точки, которые мы проходим. Перешли на праническое дыхание. Раз триггер. Образовался поролон, 2 триггера. Образовалась там серебряная нить, 3. Начали расходиться кости, 4. То есть вот есть такие основные вехи, которые показывают, первое, что процесс идет правильно, второе, что есть динамика. Но вспомните первый семинар, я говорил, что все процессы идут спиралеобразно, поэтому последовательность может меняться. То есть здесь разошлись кости, здесь разошелся череп, а потом у нас что-то происходит в ноге, например. А потом что-то происходит в кармическом теле, а потом куда-то в бодхическое занесло, а потом опять в ногу. Я как раз об этом и говорила, что не будет так, что вот сейчас разблокируется физика, потом разблокируется например, эфирный план, астральный план. То есть это будет постоянно вот такое движение туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. Почему? Потому и выше, ниже, вот правило 3 шагов, оно и здесь работает. Понимаете, о чем я говорю? То есть это все время такой спиралеобразный момент. И вот вспомните, график мы строили, да? Вот туда выпрыгнули, вот сюда упали, туда выпрыгнули, сюда упали, да? То есть почему? Потому что это единая конструкция. Единственное, что, конечно, физика, она более инертная, и поэтому внимание на ней будет, вернее, усилия на ней будет прилагаться больше, потому что там уже не усилие, там уже следование, то есть делатель уже не нужен. И еще вот когда пошла вот эта серебряная нить, она вот разблокировала эти тела, я их считал. Комментарий по практике можно? Пожалуйста. Я когда делаю форсаж, на задержке дыхания проходит какое-то время, и когда уже близится уже к середине, ближе к концу максимальной паузы, я начинаю чувствовать, что у меня в промежности какое-то возникает такое ощущение, как будто электрический ток, что ли, пропускается, и возникает желание подтянуть промежность. Да. То есть она не сама, и я не форсирую, а просто возникает желание, и я поддаюсь. Да, именно этого мы должны добиться, конечно. И еще когда я начинаю после задержки дыхания дышать, у меня сбивается дыхание, и живот как-то начинает дергаться, что ли. Да, конечно. Но дыхание сбивается. Это как, нормально или что? Ненормально, потому что мы осваивали практику разделения дыхания и движения живота. Ты ее не освоил, вот результат. Потому что живот начинает расслабляться, а ты им дышишь. Эфир и прана — это одно и то же, да? Вы тут выясняли? Пришли к нему? Прана, то есть прана или ци, это все, что есть. Есть разные вибрации. Точно так же, как вот ультразвук — это прана. И инфракрасное излучение — это тоже прана. Просто разное колебания. Вы — это прана, пол — это прана, кошка — это прана. Все прана. А прана и эфир — это одно и то же. Часть. Я думаю, он состоит же.
в основе ткани эфира есть прана. Не в основе ткани эфира есть прана. А эфир это одна из разновидностей энергии, одна из разновидностей праны. Нет единой праны, которая... Что? Прана с определенной частотой колебания есть эфир, правильно? Прана с определенной частотой колебания есть ментал. Да. То есть Прана с выше, определенной выше, частотой выше. колебания есть физик. Вот чем отличается свет от звука? Да ничем, только длинные волны. Да? Точно. В любом случае, Падмасабхава сказал, Парлун как бы разорвался, считайте, что вытянули козырную карту. Да, что Парлунг это гарантия реализации. Это главное. Главное теперь не потерять его из восприятия. А все остальное, как оно будет идти. Помните, я говорила, тоже Падмасабхава сказал фразу, что у меня 125 человек ушло в радужное тело. Я знаю 125 способов реализации. То есть в любом случае у каждого свои нюансы, у каждого свои какие-то особенности. В конечном итоге реализация одна у всех. Потому что все практики, это же не практики, это механизмы работы нашей физиологии, как физического тела, так и тонких тел. И вопрос только в том, что либо мы созвучны с этой физиологией, тогда она раскрывается и функционирует правильно, либо мы ее подавляем, тогда нарушаются физиологические процессы. Я 2 года на жидком питании нахожусь. Сейчас, в течение, может, полгода на травах. Только травки. А какие ты травки пьешь? Ромашку, стевия, каркаде, красненькое, что такое более послаще хочется, он энергию дает. Крапиву. Из огорода завариваю черную смородину, листики, березку завариваю. Листики. Сколько объем какой тела? Ой, по-разному. Бывает, это уже от эмоционального состояния, когда там, может, эмоции немножко яркие проявляю, я больше пью. Иногда вообще не хочется там пить. Ну, по-разному. Были тяжелые моменты, когда токсикоз выходило, что-то? Я все время, я слежу, чищусь очень часто, прокшаланы, все делаю, поэтому, конечно, слабость есть, обязательно почищу, настроение сразу поднимается. Поэтому в этом проблема нет. Я на жидком питании уже 3 года, ну то есть у Оли буквально летний проходил 3 года назад. Первые 2 года были достаточно жесткие срывы на варенку, то есть, наверное, раз в 2-3 месяца я так очень жестко по месяцу наедался варенки, ну то есть пил соки, при этом что-то еще подъедал такое, то есть состояние очень сильно падало. Последний год срывы были только на сыроедение, последние полгода вот я полностью на жидком, и вообще ничего не хочется. Последний месяц на кокосовой воде. Вот сюда, когда приехал, я почти полностью на сухом. Ну то есть какие-то дни полностью на сухом был, какие-то дни по вечерам пил воду, вот пару раз пил кокосовый сок, но после этого и тяжело было. Для себя я понял, что главное в питании это отсутствие насилия. То есть если что-то очень хочется съесть, лучше себя не насиловать и съесть, потому что все равно оно потом выльется боком, и все равно потом это же и съешь. То есть у меня было как, я 2 года, можно сказать, пережигал вкусовые привязанности и вкусовую зависимость. То есть очень жесткая зависимость была на сыр, на орехи. Я все это вот ел до тех пор, пока полностью не перехотелось. Дальше вот уже было полностью без насилия. То есть я себя не заставлял быть на сыроедении или на жидком питании. Мне просто так было комфортно. И постепенно питание автоматически облегчалось, когда вот ходили какие-то шлаки, вкусовые привязанности. То есть главное в питании это отсутствие насилия. Если что хочется есть, кушай.
без насилия. Сейчас вот я не тороплюсь именно с чистым понаедением, потому что понимаю, что это может пережечь психику, потому что сейчас вот очень серьезная нагрузка на психику была. Сейчас вот приеду домой, какое-то время буду снова на кокосовой воде, нужно немножко почиститься и привести в порядок психику тела, потом вот снова буду на сухом. Ну и последний месяц я тоже был целый день на сухом, а вечером что-то пил, потому что когда пьешь что-то, тоже сильно заземляет даже вода, поэтому мне проще вот так заземляться один раз в день. В принципе, все.